Привет, меня зовут Михаил, и сегодня я готовлю прекрасное французское гасконское блюдо утиные желудки конфит, что значит медленно приготовленные в утином жиру. Я обычно не рекламирую места, где я покупаю продукты, но в этот раз не могу молчать, потому что многие годы я не знал, где купить топленый утиный жир. Раньше он продавался французский, потом это стало недоступно. И наконец-то я вот открыл для себя компанию, называется «Утка-утка». У них понятно все, что связано с уткой есть, но утиный жир, то, что нам необходимо для этого, прям вот я страшно-страшно счастлив. Утиные желудки. Жесткое мясо. При этом оно было запечатано в вакуум, заморожено. Я их разморозил. И теперь все очень просто. Я просто перекладываю желудки в форму, в которой я буду делать конфит. Традиционно это блюдо делается с утиными окорочками. Их нужно посолить, чтобы это долго хранилось и так далее. Я, в принципе, делал аналог этого дела уже в су-виде. Да? Но у кого нет су-вида, и теперь мы знаем, что можно купить утиный жир, конечно, можно делать более традиционный классический рецепт. Не страшно, если немножко мяса будет друг на друга заходить. Да? Мы все это покроем жиром, и никаких проблем не будет. Я просто солю, немножко перца, орегано, розмарин, чеснок. Ну, я люблю острый, поэтому немножко чили. То есть идея состоит в том, что жир пропитается ароматами специй, да, и будет очень-очень вкусно. Я вычищаю семечки, потому что иначе может быть слишком остро даже для меня. И буквально вот так вот 4 кусочка. И прямо в кожуре, без фанатизма, раздавливаю чесночин. Это поможет их легче очистить. Желудки очень твердое мясо. На самом деле, при этом оно очень диетическое, оно очень полезное. Вот. Но готовить долго, да, поэтому конфит как раз тот способ, который позволяет взять самое лучшее из этого мяса, аромат, структуру, сделать ее приятной и мягкой. И еще один прикол, что это можно хранить бесконечно долго. И теперь утиный жир открываю и перекладываю в контейнер. Этот жир потом можно использовать несколько раз. То есть в нем очень хорошо жарить картошку, очень вкусно получается. Тушить капусту. И, собственно говоря, банки я не буду выкидывать, потому что часть желудков, которые будут лишние, я просто их положу в банки, добавлю жира, залью, поставлю в холодильник. Это будет храниться очень-очень долго. Ну и все, подготовка практически закончена. Это мы ставим в духовку на 5-6 часов. Духовка на низкой температуре, то есть традиционно от 95 до 110 градусов. Я поставил 105, то есть примерно посерединке. Еще, чтобы не загадить всю духовку, я беру фольгу. Все, я готов ставить это в духовку. Шли годы, и наконец-то мы готовы доставать, да? Та-да! Вот это, мальчики и девочки, называется утиный конфит. Смотрите. Розовая, очень мягкая. Я прям одну просто разрежу, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть даже вот эти жилки, которые держат вместе части желудка, просто великолепно. Но мы же не можем есть как свиньи просто так, да? Поэтому мы сделаем капусту. Я беру тот же жир, в котором тушилось желудки, 4-5 ложек. У меня обычная квашеная капуста, которую я купил на рынке. Сюда. И добавляю немножко бадьяна. Тмин обязательно, да, то есть тмин, как в рижском хлебе, даст совершенно другую ароматику.
и немножко семян фенхеля. По желанию можно добавить тимьян, можно добавить острый перец, но я не хочу, чтобы было слишком остро, поэтому я ограничусь только этими 3 специями. Немножко хереса перемешиваю. И это у меня будет тушиться примерно 35-40 минут. Пока у меня тушится капуста, я буду делать заготовки. Я беру желудки в банку. То есть я могу всегда разогреть, и у меня будет готовый ужин буквально за 5 минут. То есть то время, которое я сегодня сидел и терпеливо ждал, оно на самом деле не проходит даром, потому что все это остается впрок. И аккуратно постараюсь не облить себя и кухню. Мне нужно, чтобы жир покрыл желудочки сверху. Закрываю. Это я сейчас сполосну, протру и уберу в холодильник. Капуста начинает тушиться. Я немножко убавлю огонь и добавлю еще немножко соуса с жиром. Запах сейчас просто уже нереальный. Вот какая капуста стала. Она пропиталась вином, немножко утиным жиром. Вот этот тмин, бадьян, просто великолепно. На самом деле я это готовлю все на завтра. У меня это придут друзья. И вот то, что я запаковал в банке, да, я завтра разогрею. И с этой капустой все будет лучше еще, чем сегодня. Но сегодня я просто покажу, как это выглядит. Поэтому включаю вок. И мне нужно буквально немножко обжарить утиные желудочки. Буквально по чуть-чуть совсем. Выкладываю в тарелку. Сверху кладу желудочки. Немножко перца. Конфит из утиных желудков в утином жиру с капустой, тушеной с вином и утиным жиром. Белое вино. Просто счастье. Мы готовили долго. Но мы же не готовили. Мы так гуляли. А получилось, даже вот эти жилки, которые особенно всегда вот жесткие, да, они абсолютно тают во рту. Все превратилось в чистый коллаген, да? Посмотрите видео, где я делал в сувиде утиную ножку. Это примерно аналог этого же, да? Но если у вас нет сувида и вы сможете купить утиный жир, а теперь мы знаем, где его покупать, вы получите огромное удовольствие. Я вас просто уверяю. Ваши гости будут в восторге, ваша семья будет в восторге. Французы – подонки. Ой, горячо, особенно гасконцы. С этим блюдом на самом деле сложно очень обосраться, потому что оно прощает ошибки. Ты просто поставил его в духовку, не очень высокую температуру, 3 часа, потыкал, не готово, еще оставь на 3 часа. Хуже не будет. Ну, может быть, только лучше.